Уходим левее. И так по этой улице дальше и пойдем. Собственно, по правой стороне скоро будет здание административное на первом и третьем этажах, которого находится то, что нам нужно. Гёте до России. Немножко левее, вот туда вот. Чуть-чуть левее и пойдем опять дальше. Мы уже почти пришли, осталось совсем немножко. Вот. Оттуда, откуда машина выезжает, там впереди находится то место, куда мы идем. Здесь немного левее Мигроса, улочка идет. Мы идем, так же прямо, только вот немножко принимая влево. Вот уже практически последний квартал, который я подхожу уже к зданию. Здесь ресторанчик здесь интересный какой. На втором этаже так все зелено, классно вообще. Надо по той стороне идти обратно. Там солнечно, хорошо. Ладно, так уже подходим. Чуть не доходя до этого места находится нотер, нотариус. Если у вас какие-то незаверенные документы есть, то можно сделать. Фото есть, биометрические можно сделать. Кому нужно, опять же. А вот это здание, которое... Напротив него такая вот парковка. Вот это здание, оно сейчас... Покажу здесь. Народ достаточно много возле него. Вывеску покажу на нем. Внутри там охрана будет, снимать не получится. А вот, не доходя, себе сниму. Такое оно в решетках, на окнах. Административное здание здесь. Вот, видите, здесь написано. Вот. Видите, Мудуруглу, Эльче, Акденис и Гочи до России. Третий этаж. Нам, по-моему, на первый надо. Поздравить, все документы сдали, все их приняли. Теперь нужно снимать отдельное видео по поводу того, какие документы мы готовили, какие документы надо, какие не надо, что мы лишнее сделали, что сделали правильно. Так что будет отдельное видео, а на сегодня пока еще не все. Я сейчас в Мерсине пойду поснимаю немного порт и туда пройду до порта, где в марине стоят красивые корабли. Вот, так что у вас будет немножко видео, а еще будет позже видео о том, как получить ВНЖ в Мерсине. Оказывается, отличается от других регионов. Я пошел. Не очень далеко от, как он называется, того места, где мы были, от Гочи до России, вернее, еще не я один, находится пешеходный переход с эскалатором и лифтом, чтобы подняться наверх и спуститься также. На достаточно оживленной дорогой, которая идет на Дону. Вот он порт, видите, уже эти башенные, вот как они, краны портовые стоят. А я сейчас сюда поближе к морю подойду. Но уже так прям чувствуется морской свежий ветер. Сейчас спустимся по эскалатору вниз. И еще немного снимаем тут теперь. Интересно. Здесь парковка платная. Вот цены. До 2 часов 6 лир, 0,4 8 лир. Целый день 10 лир. В принципе, можно приехать на машине и здесь, так сказать, провести время. Здесь такой вот парк. И мы сейчас немножечко сквозь него пройдем к морю. Не знаю, буквально 10 шагов я сделал, уже затихла трасса, уже так не слышно, уже спокойненько так. Ну и свежий морской воздух. Я не знаю, как здесь зимой. Вот что интересно, как зимой здесь, холодно ли или очень холодно ли от морского этого воздуха. Но сейчас морской воздух просто это свежесть и благоденствие, так сказать. Вот
под какую-то аркаду прохожу, или как это назвать, анфиладу. Вот уже море. Слева порт, справа марина. Слушай, ну детям понравится однозначно. Здесь стоят контейнеровозы огромные такие. Вон они там грузятся, их контейнерами нагружают. Буксиры стоят. Не вижу никаких, так сказать, пассажирских судов. Возможно, что это отдельное где-то место. Возможно, что не ходят здесь пассажирские суда в этом порту. Ну вот он, порт. Я так понимаю, что это мы вот видим крайнюю часть, а остальной порт уходит туда дальше, вглубь от меня. Мне надо вот это все пройти теоретически, тогда можно будет еще что-то увидеть. А эта бухта, я так понимаю, закрытая. Вон там вот выход из нее, из бухты, видите, там между двумя маяками. А в той стороне находится марина, то есть там, где стоят красивые, дорогие яхты. Стрелочка была, что это где-то рядом. Единственное, не знаю, насколько это рядом. Попробую сейчас пойти посмотреть. Вот сам этот парк с велосипедной дорожкой, с всякими скульптурными группами. Вот корабль стоит, видимо, прогулочный однозначно уже. Это таких кораблей такого плана в Алании в огромном количестве. По-моему, вот он сейчас задом швартуется. И второй тоже подплыл, вероятно, что тоже. Не знаю, насколько здесь распространено. В Алании их очень много, таких кораблей. В Мерсине вот два вижу. Все, как сказать, на виду. Как я понял, здесь эти еще композиции скульптурные собираются еще расставлять. Видите, вот стоят мордочки. Вот еще гора лежит не расставленных. Пойдем. Фонтаны почему-то не включены. Вот я знаю, что летом фонтаны очень классные. А под деревьями, смотрите, куча народу. То есть сейчас там шел под деревьями, куча народу было, и здесь еще не меньше. Пойду по этой вот набережной, пройдусь недалеко до марины, и потом поеду домой. Как-то так. Ну, сейчас еще будет интересно, покажу еще. Швартовались. Ну, попроще здесь кораблей, видите, две палубы. Так, антураж какой-то есть пиратский, тоже, как в этом, тоже есть такая тема пиратская. Вот. Музыка орет громко. Вон еще корабли стоят. Сейчас пойдем посмотрим еще. Здесь поют караоке на улице. Просто стоят на тропинке с микрофоном и поют. Татушки, три татушки. Какая-то скульптура. Вон опять корабль еще один стоит. Левее еще несколько кораблей стоит. А вот статуя. Тетенька запела. Он старается просто в микрофон. Я не знаю, кто она. Сотрудник этого караоке или как. Ну как-то так вот. А вот какой-то памятник. Что это, сейчас попробуем прочитать. В море на дне камни. Здесь вот, так сказать, у порта. Так-то мусор какой-то плавает, но дно видно, не знаю, сейчас вам на камере как. Я-то вижу камни, он лежащий на дне. Здесь волны нету сильные, немножко ветер ее пытается разогнать. Но за счет того, что он стоит, как назвать его, пирс или что это, закрывающий от волн морских. Здесь тихо, спокойно. Быстро нагулялся. Надо, наверное, все-таки с детьми сюда приехать, чтобы посмотреть марину. Сам порт, мало информации, два корабля, вот я увидел, и все, пожалуй. Больших таких, хороших контейнеровозов. А здесь по набережной иду, мало что видно. Так вот, деревья, многие зелени, классно здесь находиться. Но лучше всего находиться под где-то зеленью этой. А я иду по солнцу, меня жарит капитально вообще. Поэтому что-то я нагулялся, пойду я сейчас гляну, что здесь вокруг есть, и пойду кое-что там прикуплю для мукбанга, ребята, конечно же, что же еще. Сейчас пойду прикуплю и в направлении дома буду двигаться. Вот к этому памятнику, мы его снимали с той стороны сзади, сейчас я с лица.
И вот стоит еще пожарная машина какая-то старинная. Сейчас я к ней подойду, немножко сниму. Мерседес, модель, марка 2077-2006 года. Работал в Мерсене на пожаре. Вот он, этот Мерседес с лестницей пожарной, с клаксонами. Много тут буквок. Единственное, не боюсь я ничего здесь перевести. Вижу, что его с 1977 по 2006 год он работал. Вот здесь написано еще раз то же самое примерно. Интересная такая машинка. Судя по расковыренному сиденью, наверное, сюда лазят детишки. В принципе, вот лестница, по ней можно подняться, пройти и сесть за этот. С другой стороны, здесь рядышком находится охрана. Вот это здание, которое я почему-то думал, что это какой-то музей. Я прочитал с другой стороны, написано, это мэрия города Мерсен. Так что вот такой вот автомобиль пожарный здесь красивый стоит. Не знаю, что здесь написано. Видимо, декат осторожно, не надо лазить и так далее. На малоэтажные здания рассчитано. Современные сейчас пожарные машины, там длиннейшие лестницы. А здесь буквально, наверное, этажа 3-4 максимум надо подняться. Вот такой вот красавец здесь установлен. Пойду дальше. Каких-то административных зданий. Здесь дерево так растет классно, блин. По-моему, вот это пахучие цветочки, а вон там голубь спрятался. Прям между ними растопырился. Классно. Вот таких улочек много, вот уходящих налево, направо. Пойду, дойду. То, что мне нужно прикупить. И домой. Вот улочка, уходящая в сторону. Кстати, мы вот эти штучки ели, оказывается, неправильно. Мы их просто лопали, как есть. А парень, оказывается, их, вот смотрите, берет и чистит. Прочищает, вытаскивает только серединку. А снаружи очень много косточек выбрасывает. Пойдем прогуляемся. Пойдем прогуляемся по этой улочке небольшой параллельной. Решил пройти здесь немножко в этих, как назвать их, закоулках, переулках. В принципе, это биоустановочный базар такой. Единственное, что это не, как сказать, не стеллажи на полу, а все это в виде магазинчиков, кафешечек. Много старинных зданий. Тут здание вообще с куполом, как обычно в мечети бывает. Потом улочки, пальмочки стоят симпатичные. Даже не знаю. Сейчас пойду налево, смотрю, что из этого получится. Вот улица проезжая. Я здесь по ней точно не шел, но машины едут, а я сейчас пойду налево по ней. Посмотрим, что получится. Базар, базар, видите, машина на машине, машина на машине. Часы. Ремонт часов. Семечки продают или арахис, орешки. Такой базарчик, базарчик. Безостановочный. Кафешечки, магазинчики. Там туда же уходит такая же тоже базарная улица. Здесь тоже кафешки. Зеленью торгует тут дяденька. Встал просто на земле. Картоночка. А здесь на тележечке. Персики, виноград. Чинно, благородно. Улочки
вообще односторонний здесь. Надо пойти на ту сторону, перейти, там это сам попрохладнее. А здесь, смотрите, какие специи. Пойду спрошу лавровый лист. Никак купить нигде не можем. Гулял, нашел магазин, вот он, Корую Суфлар. И здесь тоже написано точно так же. Это магазин специй, в котором есть все. Я спросил звездочки бадьяна, есть. Я спросил, что там еще, лаврушка, есть. Я спросил, гвоздика, есть. Перед черным горошком есть, все есть. Короче, все купил. Правда, потратил 81 лиру, но, с другой стороны, у нас ни за какие деньги это не продавалось. Пойду я на автобус дальше. Деньги на проезд еще, слава богу, остались. Оля сказала, что специи достаточно дорого стоят. Но, с другой стороны, у нас их вообще ни по какой цене не продавалось. Интересное какое-то сооружение, какое-то недостроенное. Не знаю, короче, я пришел. Не пришел еще к оранжевому шарику. Сейчас направо, налево. И вернусь к тому месту, куда приехал. Но, чтобы уехать обратно, есть один секрет. Вот та остановка, куда мы приехали, на той стороне улицы. Но уехать отсюда, хоть здесь написано остановка, не получится. Останавливаются автобусы разные, своеобразные. Имеется в виду, не получится уехать в сторону Эрдемли. В сторону Эрдемли, то есть все вот что там есть, Кызылкале, Эрдемли, Тамюк, Акбаш-Бакшиш и так далее. Автобус отправляется, надо пройти 2 остановки пешком. Там такой маленький столик будет стоять. Как таковое, ничем больше не обозначено это место, куда я иду. Но сейчас покажу, что это, где это. Недалеко, вот здесь еще одну остановку прошел, еще, по-моему, 1 или 2. Активное движение. Опля. Где-то вот тут уже это проходим, по-моему, на следующий будем ожидать свой автобус. Прохожу еще одну остановку, а впереди, видите, стоит автобус. Вот тот, по-моему, мой. Вот эту стеклянную пообхожу я. А за ней вон маленький столик на асфальте, деревцо стоит. И там, собственно, уже на маршрутке будет написано, куда она ехать собралась. Вот. Вот следующий за ним уже стоит наготове. Ну и читайте, что написано на этих автобусах. Это должно быть написано Эрдемли. А я? Итак, друзья, Алексей с вами уже делился радостной новостью. У нас приняли документы, нам всем выдали номер нашего ВНЖ будущего. Ябанджик Кимлик Нумарасы. По идее, он уже действует с 18 числа. Ага. Потому что мы когда подавали заявление, мы указывали вот это число 18 августа. И 18 августа 2000 какого там 23 года оно должно закончиться. Это да. мы писали в этом в своем заявлении, эта же цифра у нас фигурирует в страховке. И я сегодня снимала рецепт. С утра мы по делам ездили, потом рецепт снимала. В общем, готовить ничего некогда было. А у нас сегодня наши подписчики, соседи пригласили на вечер украинской кухни. Так что мы скоро уже пойдем, буквально через 15 минут. И, ну что Ольга Кулинар может, конечно же, вынести из угощений? Конечно же, мы открываем кучу консерваций. Сейчас все это разложим по посудинкам красивеньким. Также шпинат по-корейски возьмем с собой. Виноград будешь брать? Да, не поклеванный уже? Да. Ай, что мне щипит тут? В общем, вот, сейчас буду раскладывать, красоту наводить. И скоро пойдем в гости. Так, я беру этот и все остальное. Нормально ты. Мне же еще телефон надо держать.
Мы в гостях. Надо повторить. Нас угощают борщом настоящим украинским. Да. Видео. Салаты здесь такая поляна накрыта. Настоящие. Котлеты настоящие. Пузуве тову. Yes. Микс. Микс. Колбаска, шпинатик. Консервация с канала «Вкусные рецепты» Ольги Ким. Колбаска украинская. Сыр. Овечковый салатик. Овечковый? Как он называется? Шуба. Пейнер. Чиз. Тулум пейнер. Во. Тулум. Сукин чиз, тулум пейнер. Вкусный такой. Такая вот поляна у Мы нас. покупали, он какой-то странного вкуса. А это греческий салат. вроде бы. Пьем коньячок. Ну, до греков нам далеко. Ну, Вот такая у нас сегодня хорошая, веселая национальная компания. семья тут. Да. Ой, друзья, мы только зашли домой 20 минут второго. От одних гостей мы пошли к другим гостям, хотя мы сказали, что уже надо идти домой и видео монтировать Алексею. В общем, нам понадавали гостинцев. Огромное спасибо. Украинские голубчики, украинские котлеточки, колбасочка. Все это сейчас берем в холодильник. Завтра детей будем кормить. Мы там всего этого напробовались. Все очень вкусно. Теперь договорились, что в воскресенье собираемся у нас. Мы устраиваем вечер корейской кухни. А в среду собираемся у наших турецких друзей. Там будет вечер турецкой кухни. Вот. К другим соседям, значит, зашли, к друзьям к нашим, еще выпили кофе. Поели свежих фисташек, фиолетовые шкарлупки, свежие фисташки. Чистишь от фиолетовой шкарлупки, внутри прям фисташка. Вот, мы это все дело поели. И нам еще с собой дали вот такие вот хлебушки. Это адана какие-то, аданские хлебушки, dry bread, сухой хлеб. Эти сухарики, короче. Все это сухарики холодные, тарсусские. Подожди. Все это холодное, сухарики тоже холодные, в холодильник. Go. Так. Нам еще понадавали банок под закрутку. В общем, будем с вами закатывать баночки. Вот. Соседям нужно отдать 700-граммовые, они любят йогурт в них делать. Такие вот дела. Алексей еще не начинал даже видео монтировать. Сейчас он будет видео монтировать на завтра. Хочешь, на утро отложи? В мукбанге? Смотрите, какое красивое море. Хоть и черное, луна светит. Вот такая вот красота у нас. Город спит, но нет, соседи еще играют во что-то. Нет, чай пьют. Не-не-не, нет у них дринк-бринк. Они пьют чай. Вот. Народ уже повыключал свет, спят. Город светится. Морешко луной освещается. В общем, все хорошо. Мы напились. Мы выпили 2 бутылки вина домашнего. Мы выпили бутылку. Кто тут не спит? Олег, я пошел, я тоже хочу теперь. Сегодня полнолуние. Полная луна, да, уже? Олег говорит, что проклятие. Смотри, как красиво там. Какое еще проклятие, дурачок, Олег. Как твои ручки, зрители спрашивают. Хорошо. Ой, уже ничего нету, зрители, смотрите, какая у нас ручка замечательная. Все зажило, спасибо нашим турецким друзьям, да, Мишутка? Угу. Просто болячка небольшая, мы ее обрабатываем периодически зеленочкой. Спокойной ночи, сладкий мой. Оля, сейчас сбегаю, да. Спокойной ночи. Ты гулять ходил вечером? Нет? Какой умничка, молодечек. Мы вам принесли колбаску, завтра покушаете котлетки.
голубчики. Такие у нас, друзья, дела. Все хорошо. В общем, мне надо будет банки вернуть нашей соседке. Вот.